Добрый вечер, друзья. Мы решили не откладывать и решили почитать книгу уже. Сейчас сразу новую в Салимаре. Я тебе телефон не дам. Вот у тебя телефон же есть. Ты мне обещала книгу дать. Дашь? Мы решили начать все-таки читать книгу здесь, в Салимаре, новую. Гарри Поттер и принц полукровка. Лёля еще пока не спит. Яна тоже. Яна тоже хочет читать книгу. Но призналась, что пока еще не умеет и попросила научить ее читать. Да, Яна? Яна, а фонарик выключим на том телефоне? Тебе нужен фонарик? Хорошо, я тогда начну читать. Ну, прям сразу за один вечер мы же не научимся читать. Это долгая, кропотливая работа. Оля же еще, он тоже учится читать, но еще пока тоже не научилась, но кое-что умеет читать. Начинаем. Маккензи, моей красавице дочери, посвящаю ее сестричку-двойняшку из бумаги и чернил. Да. Выключай, Янчик, камеру, чтобы она просто так не работала. Вот еще раз нажми, она выключится. Можно я выключу? Давай я выключу. А, ты выключила уже, да? Ну все тогда. Глава 1. Другой министр. Приближалась полночь. Премьер-министр сидел у себя в кабинете в полном одиночестве и читал длинный меморандум. Строчки мелькали перед глазами, не задевая сознание. Премьер-министр ожидал звонка от президента одной далекой страны. Он раздумывал, когда же наконец позвонит этот злосчастный тип, и одновременно пытался отделаться от неприятных воспоминаний о необычно долгой и утомительной неделе. Ни на что другое в голове у него просто не оставалось места. Чем больше он старался сосредоточиться на печатной странице, которая лежала перед ним на столе, тем отчетливее видел перед собой злорадное лицо одного из своих политических противников. Не далее, как сегодня противник этот, выступая в программе новостей, не только перечислил все ужасные происшествия минувшей недели, как будто кому-то требовалось об этом напоминать, но еще и подробно объяснил, почему в каждом из них виновато правительство. У премьер-министра зачастил пульс от одной мысли об этих подлых и несправедливых обвинениях. Интересно, каким это образом правительство могло помешать мосту обрушиться? Возмутительная нелепость намекать, будто на строительство мостов тратится недостаточно средств. Мосту не было еще и 10 лет. Лучшие эксперты теряются в догадках, отчего он вдруг разломился ровно посередине, отправив дюжину автомобилей на дно реки. И как только наглости хватило заявить, что причина двух зверских убийств, широко освещавшихся в средствах массовой информации, нехватка полицейских, и что правительство обязано было каким-то образом предвидеть внезапный ураган, пронесшийся по нескольким графствам к юго-западу от Лондона, причинивший огромный ущерб и сопровождавшийся человеческими жертвами. И разве он, премьер-министр, виноват в том, что один из его заместителей, Герберт Чорли, именно на этой неделе начал вести себя так своеобразно, что ему теперь придется значительно больше времени проводить дома с семьей? Страну охватило уныние. Закончил свою речь представитель оппозиции, почти не скрывая широкой, довольной улыбки. Яна, тебе что, мультик включить? Сейчас я включу тебе мультик. Давай сотку сюда. Ой, я не знаю даже, Янчик. Может, из одежды откуда-нибудь высыпалась. Че? Надо было кушать? Столовый, суп. Все, надо было сметать. Ладно? В следующий раз будешь кушать? Завтра на завтрак. Ну все, терпи до завтра, хорошо? Увы, тут он сказал чистую правду. Премьер-министр и сам это почувствовал. Люди выглядели непривычно подавленными. Даже погода стояла безрадостная. Промозглый туман в середине июля. Неправильно это, ненормально. Он перевернул страницу меморандума, увидел, как многое еще осталось, и бросил безнадежные попытки вникнуть в содержание документа. Потянулся, закинув руки за голову, обвел тоскливым взором кабинет. Это была красивая комната с мраморным камином и высокими подъемными окнами. Напротив камина сейчас они были плотно закрыты из-за не вовремя наступившего похолодания. Слегка вздрогнув,
Премьер-министр поднялся и подошел к окну, уставился на редкий туман, липнущий к стеклам, и тут он услышал, как кто-то негромко кашлянул у него за спиной. Премьер-министр застыл нос к носу со своим испуганным отражением в темном стекле. Звук был ему знаком. Он уже слышал раньше этот кашель. Очень медленно он повернулся лицом к пустой комнате. «В чем дело?» – спросил он, стараясь говорить с твердостью, которой на самом деле не ощущал. На какое-то краткое мгновение премьер-министр позволил себе немыслимую надежду, что никто ему не ответит. Однако тут же послышался голос, бодрый, деловитый голос, который звучал так, словно зачитывал готовый текст по бумажке. Этот голос, как и ожидал премьер-министр с той минуты, когда раздался кашель, принадлежал похожему на лягушку человечку в длинном серебристом парике, что был изображен на маленькой грязной картине маслом, висевшей в дальнем углу комнаты. «Премьер-министру Манглов, срочно необходимо встретиться. Будьте добры ответить немедленно. С уважением, Фадж». Человечек на картине вопросительно посмотрел на премьер-министра. Произнес премьер-министр. «Послушайте, сейчас не самое удачное время. Видите ли, я жду телефонного звонка от президента». «Звонок можно перенести», сразу же отозвал портрет. У премьер-министра упало сердце. Этого он и боялся. «Но я так рассчитывал на этот разговор. Мы организуем, чтобы президент забыл позвонить. Он позвонит вам завтра вечером», сказал человечек. «Большая просьба немедленно ответить мистеру Фаджу». «Ну хорошо», сказал премьер-министр слабым голосом. «Да, я согласен встретиться с Фаджем». Он поспешно вернулся к столу, на ходу поправляя галстук. Едва он успел снова сесть в кресло и придать своему лицу по возможности непринужденное выражение, будто ему все нипочем, как в пустом мраморном камине вспыхнуло зеленое пламя. Стараясь ничем не выдавать удивления и тревоги, премьер-министр наблюдал, как в пламени возник представительный господин, стремительно вращающийся вокруг собственной оси, словно волчок. Секунда, другая, и вот уже он вступил на прекрасный антикварный ковер, стряхивая пепел с рукавов длинного плаща в полоску, держа в руке шляпу-котелок светло-зеленого цвета. «А, премьер-министр», — сказал Корнелиус Фадж, подходя с протянутой рукой. «Рад снова видеть вас». Премьер-министр по совести не мог сказать о себе того же и потому промолчал. Он вовсе не был рад видеть Фаджа, чьи редкие посещения и сами по себе жутковатые, как правило, означали, что ему предстоит выслушать чрезвычайно неприятные новости. К тому же на этот раз Фадж выглядел явно измотанным. Он осунулся, полысел и посидел, и лицо у него было какое-то помятое. Премьер-министру и раньше случалось видеть подобные перемены в облике иных политиков, и обычно это не предвещало ничего хорошего. «Чем могу помочь?» – спросил он, коротко пожав руку Фаджа и жестом предлагая ему самый жесткий из стульев, стоявших возле письменного стола. «Даже не знаю, с чего начать», – пробормотал Фадж, пододвинув к себе стул и сел, положив зеленый котелок на колени. «Что за неделя? Что за неделя?» «Так у вас тоже была трудная неделя?» – натянуто поинтересовался премьер-министр, надеясь этим дать понять, что у него и так хватает забот, и нет совершенно никакой необходимости получать добавку от Фаджа. «Да, конечно», — Фадж устало протер глаза и мрачно посмотрел на собеседника. «У меня была точно такая же неделя, как и у вас, премьер-министр. Броклейдский мост, убийство, Боунс и Венс, не говоря уже о заварушке на юго-западе. Я хотел сказать, так ваши ваших людей тоже коснулись эти события?» Фадж довольно сурово посмотрел на премьер-министра. «Разумеется», — сказал он, — «вы же понимаете, что происходит?» «Я...» — замялся премьер-министр. Вот за такие штуки он не любил посещения Фаджа. Все-таки он премьер-министр, не очень-то приятно чувствовать себя двоечником, не выучившим уроком. Но так уж повелось у них с Фаджем с самой первой встречи. А состоялась она в первый его вечер в должности премьер-министра. Он помнил это, как будто все случилось вчера, и знал, что воспоминания будут преследовать его до смертного часа. Он стоял тогда один в том же самом кабинете и наслаждался триумфом, к которому шел столько лет, как вдруг за спиной раздалось тихое покашливание, точно так же, как сегодня. Он обернулся, и безобразный человечек на портрете заговорил с ним, объявив, что к нему сейчас явится министр магии. Естественно, он решил, что сошел с ума, не выдержав долгой и напряженной предвыборной кампании. Говорящий портрет привел его в ужас, но это было ничто по сравнению с ощущениями, которые он испытал, когда из камина выскочил некто, назвавшийся волшебником, и пожал ему руку. Премьер-министр не вымолвил ни слова, пока Фадж любезно объяснял ему, что на свете до сих пор тайно живут волшебники и волшебницы, и заверял, что о них
совершенно не нужно беспокоиться, поскольку Министерство магии полностью берет на себя ответственность за волшебное сообщество и строго следит, чтобы немагическое население ни в коем случае не прознало о его существовании. Фадж сказал, что это весьма трудная работа, охватывающая самые разнообразные вопросы, от ограничений при полетах на метле до контроля численности популяции драконов. Премьер-министр хорошо помнил, как при этих словах ухватился за край стола, чтобы не упасть. Затем Фадж отечески потрепал онемевшего премьер-министра по плечу. «Ни о чем не тревожьтесь», — сказал он. «Скорее всего, вы меня больше никогда не увидите. Я побеспокою вас только в том случае, если на нашей стороне произойдет нечто действительно серьезное. Нечто такое, что может повлиять на жизнь маглов. Я хочу сказать, не магического населения. В остальное же время наш принцип «живи и дай жить другим». Должен сказать, вы восприняли встречу со мной значительно лучше, чем ваш предшественник. Он пытался выбросить меня из окна, приняв за розыгрыш подстроенной оппозиции». Тут к премьер-министру наконец вернулся дар речи. «Так значит, вы не розыгрыш?» Это была его последняя отчаянная надежда. «Нет», — мягко сказал Фадж, — «к сожалению, нет. Вот, смотрите». И он превратил чайную чашку премьер-министра в тушканчика. Но... Задохнулся премьер-министр, глядя, как тушканчик обгрызает угол его будущей речи. Уголок его будущей речи. Почему никто мне не сказал? Министр магии показывается только действующему магловскому премьер-министру, сказал Фадж, выбирая за пазуху волшебную палочку. Мы считаем, что так надежнее с точки зрения секретности. Ну тогда, жалобно проблеял премьер-министр, почему прежний премьер не предупредил меня? На это Фадж откровенно расхохотался. «Дорогой мой премьер-министр, а разве вы сами когда-нибудь кому-нибудь об этом расскажете?» Все еще продолжая посмеиваться, Фадж бросил в очаг щепотку какого-то порошка, шагнул в изумрудно-зеленое пламя и исчез, только фукнуло в камине. Премьер-министр стоял столбом, осознавая, что никогда ни одной живой душе не отважится проронить хоть слово об этой встрече, потому что кто же ему поверит? Он долго не мог оправиться от потрясения. Поначалу пытался убедить себя, что Фадж на самом деле всего лишь галлюцинация, вызванная недосыпом, накопившимся за время трудной предвыборной кампании. В тщетной попытке избавиться от любых напоминаний об этой неприятной встрече, он подарил тушканчика племяннице, которая пришла от зверюшки в полный восторг, а затем приказал своему личному секретарю убрать из помещения портрет безобразного человечка, возвестившего о прибытии Фаджа. Но к большому огорчению премьер-министра удалить портрет оказалось невозможно. Его поочередно пытались снять со стены целый отряд плотников, несколько строительных рабочих, искусствовед и канцлер казначейства, но успеха не добились. В конце концов, премьер-министр махнул рукой и просто стал надеяться, что в течение оставшегося срока его пребывания в должности мерзкая штуковина будет хранить молчание и неподвижность. Порой он готов был поклясться, что видел краешником глаза, как обитатель квартиры зевает или почесывает нос, а один или два раза тот просто уходил из рамы, оставляя грязновато-коричневый холст совершенно пустым. Но премьер-министр приноровился пореже смотреть на картину, а в случае чего твердо говорил себе, что это просто обман зрения. Но вот 3 года назад, в очень похожий вечер, когда премьер-министр сидел один у себя в кабинете, портрет вновь объявил о посещении Фаджа, который тут же и выпрыгнул из камина, промокший насквозь и в состоянии полнейшей паники. Не успел премьер-министр поинтересоваться, чего ради он поливает водой ценный аксминстерский ковер, как Фадж понес дичайшую околесицу про тюрьму, о которой премьер-министр в жизни своей не слыхал, про человека по имени Серый Ус Блэк, про какой-то неведомый Хогвартс и про мальчика по имени Гарри Поттер. Все это ровно ничего не говорило премьер-министру. «Я только сейчас из Азкабана», — пыхтел Фадж, стряхивая воду с полей своей шляпы-котелка прямо к себе в карман. «Это, знаете ли, посреди Северного моря. Полет весьма неприятный. Дементоры волнуются». Тут же Фаджа передернула. У них никогда еще не случалось побегов. Словом, я вынужден обратиться к вам, премьер-министр. Известно, что Блэку уже случалось убивать маглов, и, возможно, он планирует снова присоединиться к сами знаете кому. Но вы ведь даже и сами знаете, кого не знаете. Фадж безнадежно уставился на премьер-министра. Затем сказал: «Ну ладно, садитесь, я уже вас проинформирую. Выпейте виски». Премьер-министр слегка задело, что его в собственном кабинете приглашают присесть, да еще и угощают его же собственным виски, но тем не менее он сел. Фадж вытащил волшебную палочку, создал прямо из воздуха 2 больших бокала с янтарной жидкостью,
сунул один в руку премьер-министру и пододвинул себе стул. Фадж говорил больше часа. В какой-то момент он не пожелал произнести вслух некое имя и вместо этого написал его на бумажке, которую вложил в незанятую бокалом руку премьер-министра. Когда Фадж наконец собрался уходить, премьер-министр встал следом за ним. «Как вы считаете, что...» Он прищурился, вглядываясь в запись на клочке пергамента, который держал в левой руке, что лорд Волл тот, кого нельзя называть, прорычал Фадж. «Прошу прощения, вы считаете, тот, кого нельзя называть, все еще жив?» «Как сказать, Дамблдор утверждает, что жив», — ответил Фадж, застегивая у горла свой полосатый плащ. «Но мы его так и не нашли. Если вас интересует мое мнение, то, по-моему, он не опасен. Пока у него нет сторонников, поэтому волноваться следует главным образом по поводу Блэка. Так вы опубликуете наше предупреждение?» «Отлично. Что ж, надеюсь, мы с вами больше не увидимся. Премьер-министр, спокойной ночи». Но они увиделись снова. Меньше года спустя встревоженный, сильно утомленный Фадж возник прямо посреди зала заседаний кабинета министров и уведомил премьер-министра о небольших беспорядках, имевших место на чемпионате мира по квиддичу, или что-то в этом роде. Причем в происходящее оказались вовлечены несколько маглов, но, по его словам, премьер-министру не о чем беспокоиться. Появление черной метки, знака, сами знаете у кого, ровным счетом ничего не означает. Фадж абсолютно уверен, что это всего лишь единичный случай, и управление по связям с маглами уже принимает необходимые меры по модификации памяти у пострадавших. «Да, чуть не забыл», — прибавил Фадж под конец. «Мы собираемся ввести из-за границы 3 драконов и сфинкса для турнира 3 волшебников. Это вполне обычная практика. Но отдел регулирования магических популяций и контроля над ними, ссылаясь на существующие правила, требует поставить вас в известность о ввозе в нашу страну, существ повышенной опасности». «Я? Что, драконы?» — завопил, брызгая слюной премьер-министр. «Да, 3 штуки», — подтвердил Фадж. «И сфинкс. Ну, всего хорошего». Премьер-министр безнадежно надеялся, что драконами и сфинксами дело и ограничится. Но нет, не прошло и 2 лет, как Фадж снова появился из камина, на сей раз с известием о массовом побеге из Азкабана. «Массовый побег?» — севшим голосом переспросил премьер-министр. «Не нужно волноваться, — прокричал Фадж, уже снова одной ногой в пламени. «Мы их мигом переловим. Это я уж так, чтобы вы были в курсе». И не успел премьер-министр прокричать: «Эй, подождите минуточку!» как Фадж уже скрылся, рассыпавшись дождем зеленых искр. Что бы там ни говорили пресса и оппозиция, премьер-министр был вовсе не глуп. От него не ускользнуло, что, несмотря на все заверения Фаджа при той первой встрече, им приходится видеться довольно часто, причем Фадж с каждым разом появляется во все более растрепанных чувствах. Хотя премьер-министр отнюдь не доставляло удовольствия вспоминать о Фадже, он невольно опасался, что когда министр магии, или как он его про себя назвал, другой министр, появится снова, причина окажется еще более серьезной. А потому вид Фаджа, в очередной раз выходящего из камина, взлохмаченного, раздраженного и строго отчитывающего премьер-министра за то, что тот не может сам догадаться о цели его визита, стал достойным завершением исключительно тяжелой недели. «Откуда же мне знать, что там у вас происходит в этом вашем, как его, волшебном сообществе?» — огрызнулся премьер-министр. «На мне, между прочим, руководство целой страны, и в настоящее время мне вполне хватает своих забот». «У нас с вами одни и те же заботы», — перебил его Фадж. «Броклейский мост обрушился не сам по себе, и ураган на самом деле не ураган, и убийство совершено не маглами, и Герберта Чорли безопаснее будет изолировать от семьи. Сейчас мы готовимся перевести его в клинику магических недугов и травм, больницу Святого Мунга. Перевозить будем этой ночью». «О чем вы? Боюсь, я не совсем...» «Что?» — взвыл премьер-министр. Фадж сделал глубокий вдох. «Премьер-министр, я должен с огромным сожалением сообщить вам, что он вернулся. Тот, кого нельзя называть, вернулся». «Вернулся? Вы хотите сказать, он жив?» «То есть...» Премьер-министр спешно искал в памяти подробности кошмарного разговора 3-летней давности, когда Фадж рассказывал ему про волшебника, которого боялись больше всех других волшебников, который совершил 1000 ужасных преступлений, после чего загадочно исчез 15 лет назад. «Да-да, жив», — ответил Фадж. «Впрочем, не знаю, можно ли называть по-настоящему живым человека, которого нельзя убить».
Я этого толком не понимаю, а Дамблдор не хочет ничего объяснять, но во всяком случае, у него теперь есть тело, он ходит, говорит и убивает, так что, видимо, в рамках данного обсуждения можно считать, да, он жив. Премьер-министр не знал, что на это сказать, но прочно въевшаяся привычка казаться прекрасно информированным по любому вопросу заставила его уцепиться за первую вспомнившуюся деталь того давнего разговора. А серый Уз Блэк, он сейчас с тем, кого нельзя называть? Блэк? Блэк? Рассеянно переспросил Фадж, очень быстро вертя в руках котелок. Вы имеете в виду Сириуса Блэка? Нет, клянусь бородой Марина. Блэк погиб. Как выяснилось, мы были неправы на его счет. Все-таки он был невиновен. И никогда не был в сговоре с тем, кого нельзя называть. Я хочу сказать, прибавил он, словно оправдываясь, и еще быстрее завертел свой котелок. Все данные указывали, более 50 очевидцев. Во всяком случае, как я уже сказал, он умер. Собственно говоря, его убили. В здании министерства. Будет расследование. К собственному удивлению, премьер-министр ощутил мимолетную жалость к Фаджу. Но ее тут же вытеснило теплое чувство самодовольства. Пусть сам он не умеет материализоваться в каминах, зато на территории веренных ему государственных учреждений убийств не было, по крайней мере пока. Премьер-министр незаметно постучал по деревянной столешнице, а Фадж тем временем продолжал. Сейчас, Блэк, дело 10-е. Главное, что мы находимся в состоянии войны, и необходимо принимать соответствующие меры. Война? Тревожно переспросил премьер-министр. Не слишком ли сильно сказано? Того, кого нельзя называть, снова встретился со своими сторонниками, которые вырвались из Азкабана в январе. Фадж говорил все быстрее и быстрее, и так яростно крутил свой котелок, что тот казался размытым светло-зеленым пятном. Они больше не скрываются и творят не весь что. Бродвейлский мост – это его рук дело. Премьер-министр, он угрожал массовым убийством маглов, если я не отойду в сторону, открыв ему дорогу. Боже ты мой, как это по вашей вине погибли люди, а мне приходится отвечать на вопросы о проржавевшей арматуре и коррозии опорных конструкций, не знаю уже о чем еще, гневно воскликнул премьер-министр. По моей вине? Вспыхнул Фадж. Хотите сказать, вы бы согласились вступить к подобному шантажу? Может быть и нет, ответил премьер-министр, вставая и принимаясь расхаживать по комнате. Однако я бы приложил все усилия, чтобы поймать шантажиста, прежде чем он совершит такое злодеяние. Вы думаете, я не прикладываю усилий с жаром? Воскликнул Фадж. Все министерские мракоборцы до единого брошены на эту задачу. Они до сих пор пытаются найти его и отловить его сообщников. Но ведь речь идет об одном из самых могущественных чародеев всех времен. О чародее, которого почти 3 десятилетия никому не удавалось одолеть. Полагаю, сейчас вы мне скажете, что и ураган на юго-западе тоже он вызвал? Спросил премьер-министр, с каждым шагом все больше свирепея. Он был вне себя от мысли, что теперь ему известна причина этих ужасных бедствий, но он не может открыть ее общественности. Уж лучше пусть мы на этом самом деле правительство было во всем виновато, что ли. Это был не ураган, проговорил Фадж несчастным голосом. Прошу прощения, взревел премьер-министр, чуть ли не топая ногами. Вывороченные с корнем деревья, сорванные из домов крыши, погнутые фонарные столбы, человеческие жертвы. Это сделали пожиратели смерти, сказал Фадж. Сторонники того, кого нельзя называть. И еще, мы подозреваем, что в деле участвовали великаны. Премьер-министр остановился на всем ходу, как будто налетел на невидимую стену. Кто участвовал? Фадж сделал гримасу. В прошлый раз он привлекал великанов, когда хотел совершить нечто особо эффектное. Сектор дезинформации работает круглосуточно. Целые команды стирателей памяти заняты модификацией памяти маглов, ставших свидетелями того, что произошло на самом деле. Отдел регулирования магических популяций и контроля над ними чуть ли не в полном составе носится по Сомерсету. Но великанов так до сих пор и не могут найти. Просто несчастье какое-то. «Да что вы говорите?» – в бешенстве рявкнул премьер-министр. «Не стану скрывать, настроение в министерстве подавленное», – сказал Фадж. «А тут еще ко всему прочему мы лишились Амелии Боунс». «Кого лишились?» «Амелии Боунс. Она руководила отделом обеспечения магического правопорядка. Мы полагаем, что того, кого нельзя называть, возможно, лично убил ее, поскольку она была необыкновенно одаренной волшебницей и, судя по всему, отчаянно сражалась». Фадж кашлянул и с явным усилием прекратил, наконец, вертеть свою шляпу.
Да ведь об этом убийстве писали в газетах, сказал премьер-министр, ненадолго позабыв о своем гневе. В наших газетах Амелия Боунс. Там говорилось, что это была самая обыкновенная, одинокая пожилая женщина, если не ошибаюсь, убита с особой жестокостью. Эта история широко освещалась в средствах массовой информации. Расследование, знаете ли, зашло в тупик. Фадж вздохнул. Еще бы оно не зашло в тупик. Убийство совершено в комнате, запертой изнутри, так? А вот мы совершенно точно знаем, кто его совершил. Только это не помогает нам изловить виновного. И еще Эмилина Венс. Возможно, вы о ней не слышали? Как же, слышал, сказал премьер-министр. Между прочим, это случилось недалеко отсюда, буквально за углом. Газеты порезвились вовсю. Нарушение закона порядка практически на заднем дворе у премьер-министра. И как будто мало было всего этого, сказал Фадж, не слушая. Повсюду кишмя-кишат дементоры, нападают на людей направо и налево. Когда-то, в более счастливые времена, премьер-министру эти слова показались бы бессмыслицей, но сейчас он стал мудрее. «А я думал, дементоры стерегут заключенных в Азкабане?» — спросил он осторожно. «Стерегли», — устало ответил Фадж. «Но теперь уже не стерегут. Они покинули свой пост и присоединились к тому, кого нельзя называть». Не стану скрывать, это был тяжелый удар. «Но», — вымолвил премьер-министр, мало-помалу приходя в ужас, — «не вы ли мне говорили, что эти существа отнимают у людей надежду и радость?» «Совершенно верно, и к тому же они размножаются. От этого и туман». У премьер-министра подкосились ноги, и он рухнул в ближайшее кресло. Ему стало дурно от мысли, что какие-то невидимые существа рыщут по городам и весям, сея отчаяние и безнадежность среди его электората. «Послушайте, Фадж, нужно что-то делать. Это ведь ваша обязанность как министра магии». «Дорогой мой премьер-министр, неужели вы всерьез думаете, что после этих событий я все еще министр магии? Меня уже 3 дня как сняли с должности. В течение 2 недель все волшебное сообщество с криками и воплями требовало моей отставки. За все время моей работы я ни разу не видел среди них такого единодушия», — сказал Фадж, отважно пытаясь улыбнуться. Премьер-министр временно лишился дара речи. Хоть он и негодовал по поводу того, в какое положение его поставили, но все же невольно сочувствовал загнанному человеку, съежившемуся в кресле напротив. «Очень жаль», — сказал он наконец. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» «Вы очень добры, премьер-министр, но помочь ничем не можете. Сегодня меня прислали сюда, чтобы ознакомить вас с последними событиями и представить вам моего преемника. Я полагал, что он уже должен быть здесь, но он, конечно, очень занят. Столько всего». Фадж оглянулся на портрет безобразного человечка в длинном, завитом серебряном парике. Человечек ковырял в ухе гусиным пером. Заметив, что Фадж на него смотрит, портрет проговорил: «Он будет здесь с минуты на минуту», заканчивает письмо Дамблдору. «Желаю ему удачи», — сказал Фадж, в голосе которого впервые послышалась горечь. «Последние 2 недели я посылал письмо Дамблдору по 2 раза в день, но он не пожелал и пальцем пошевелить. Если бы только он согласился повлиять на мальчишку, я, может быть, все еще был бы. Ну что ж, возможно, Скримджеру повезет больше». Фадж погрузился в скорбное молчание, но тишину почти сразу же нарушил портрет, неожиданно заговоривший бодрым официальным тоном. «Премьер-министру маглов. Просьба о встрече. Срочно, будьте добры дать ответ немедленно. Руфус Скримджер, министр магии». «Да-да, я согласен», — отозвался вконец замороченный премьер-министр и даже почти не вздрогнул, когда огонь в камине снова приобрел изумрудный зеленый оттенок. Ярко вспыхнул, и среди языков пламени показался еще один вращающийся волшебник, которого через несколько секунд выбросило на антикварный ковер. Фадж поднялся на ноги. Премьер-министр после минутной заминки сделал то же самое, наблюдая, как вновь прибывший выпрямляется, отряхивает длинную черную мантию и осматривается по сторонам. В первый момент премьер-министру пришла в голову дурацкая мысль, что Руфус Скримджер очень похож на старого льва. В густой гриве рыжевато-каштановых волос и в кустистых бровях виднелись серые пряди. Из-за очков в проволочной оправе смотрели пронзительные желтые глаза, а в движениях, хоть он и прихрамывал, сквозила своеобразная гибкая размашистая грация. В этом человеке сразу чувствовались острый ум и твердый характер. «Можно понять, — подумал премьер-министр, — почему волшебное сообщество предпочло в этих опасные времена видеть своим предводителем Скримджера, а не Фаджа». «Здравствуйте, как поживаете?» — вежливо поздоровался премьер-министр, протягивая руку. Скримджер коротко пожал ему руку, не переставая оглядывать комнату, затем извлек из-за пазухи волшебную палочку. «Фадж все вам рассказал?» —
спросил он. Подошел к двери и коснулся замочной скважины волшебной палочкой. Премьер-министр услышал, как щелкнул замок. Да, сказал премьер-министр. Если вы не возражаете, я предпочел бы, чтобы дверь была открыта. А я предпочел бы, чтобы нам никто не мешал, отрывисто ответил Скримджер. И не подглядывал, прибавил он взмахом волшебной палочки, задергивая занавеси на окнах. Вот так. Ну что же, я занятой человек, так что перейдем сразу к делу. Прежде всего необходимо обсудить вопрос вашей безопасности. Премьер-министр выпрямился во весь рост. Благодарю вас, я вполне доволен своей охраной. А мы нет, перебил его Скримджер. Будет весьма неудачно для маглов, если их премьер-министр окажется под действием заклятия Империус. Новый секретарь у вас в приемной. Я не уволю Кингсли Бруствера, если вы к этому клоните. С жаром воскликнул премьер-министр. Он прекрасный работник, успевает сделать вдвое больше остальных. Это потому, что он волшебник, сказал Скримджер без тени улыбки. Мракоборец высочайшей квалификации, представлен к вам для охраны. Стоп, погодите-ка минуточку, воскликнул премьер-министр. Вы не можете ни с того ни с сего взять и внедрить своего человека в мое ведомство. Я сам решаю, кого брать на работу. Мне казалось, вы были довольны Бруствером? Холодно заметил Скримджер. Я-то доволен, то есть я был доволен. Значит, все в порядке, сказал Скримджер. Что ж, если он и дальше будет так же работать, тогда все хорошо. Неуклюже закончил премьер-министр, но Скримджер его уже не слушал. Теперь касательно вашего заместителя, Герберта Чорли, продолжал он, того, который развлекал общественность, изображая утку. А что такое? Спросил премьер-министр. Очевидно, его поведение является следствием скверно выполненного заклятия Империус, ответил Скримджер. Он повредился в уме, но все же может быть опасен. «Да он же только крякает», — слабым голосом возразил премьер-министр. «Достаточно как следует отдохнуть. Может быть, поменьше налегать на спиртное. Пока мы с вами здесь разговариваем, его осматривает бригада целителей из больницы Святого Мунга. Он уже пытался задушить троих», — сообщил Скримджер. «Я считаю, что будет лучше, если мы временно изолируем его от общества маглов». Что ж, надеюсь, он поправится?» — с тревогой спросил премьер-министр. Скримджер только пожал плечами. Он уже направился камину. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Буду держать вас в курсе событий. Премьер-министр, вернее, сам я, вероятно, буду слишком занят, чтобы посещать вас лично. В случае чего пришлю Фаджа. Он согласился остаться при мне в качестве консультанта. Фадж попытался изобразить улыбку, но это у него не получилось. Было похоже, как будто у бывшего министра магии вдруг заболели зубы. Скримджер уже рылся в карманах в поисках таинственного порошка, от которого огонь в камине становился зеленым. Премьер-министр беспомощно смотрел на них, и тут у него наконец вырвались те слова, что он с таким трудом сдерживал весь этот вечер. «Ради всего святого, вы же волшебники, вы умеете колдовать, вы же, наверное, можете справиться с чем угодно». Скримджер медленно обернулся и взглянул на Фаджа с таким выражением, словно не верил своим ушам. Фадж на сей раз в самом деле выдавил улыбку и снисходительно пояснил. «Видите ли, премьер-министр, все дело в том, что и наши противники тоже умеют колдовать». После чего оба волшебника один за другим исчезли в изумрудно-зеленом пламени. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что слушаете нас. Следующая, глава 2, называется «Паучий тупик». Тут у нас Яночка уже храпит вовсю, а мы все читаем, а Яночка так и не уснула. Всем спокойной ночи, пока-пока. Пока.